Упражнения в гипсе и как ухаживать у нас за ногой в гипсе. Принципы ухода и упражнений за конечностью, обездвиженной в гипсе, вы можете применить на любую часть, на локоть, на кисть. Самым лучшим примером для нас и удобным является голеностоп. И одним из простых рекомендаций, которых нас интересует, это в первые дни после иммобилизации или наложения гипса мы должны 72 часа бороться с отеком. Это очень важный процесс. Почему? Потому что если у нас сильно долго нога в отеке, она начинает сдавливать мягкие ткани, у нас ухудшается кровообращение и лимфоотток. То есть возобновление клеток, оно затормаживается. Это может быть риском возникновения компартмент-синдрома. Вы должны знать 5 признаков компартмент-синдрома. Почему? Потому что это будет первыми показаниями для обращения к врачу. Первое – это усиление боли не в области перелома. Второе – это бледность конечностей. Третье – онемение или парестезии, всякие мурашки. Это невозможность двигать, например, пальцами. И последнее – это отсутствие пульса в конечностях. Один из этих признаков вас должен насторожить, и вы должны обратиться к своему оперирующему врачу. Что такое компартмент-синдром? Компартмент – это что-то вроде каналов, в котором проходят сосуды и нервы, и они разделяются между собой. И если сдавление произойдет длительное и долгое, это может привести к необратимым процессам. Вот почему важно обращать внимание на эти 5 симптомов. Это является красными флагами, настораживающими факторами. Если у вас нет возможности обратиться к врачу, а давление и симптоматика усиливается, вы можете самостоятельно сделать надрез очень сильными ножницами или плоскогубцами одну линию. Одна линия разлома, она уменьшает компрессию на 30%. Длина разреза должна быть сквозь то место, где больше всего сдавливается. К примеру, если у меня идет сдавление в этом области, я должен разрезать, пройти сквозь него и остановиться чуть ниже. Тем самым у меня гипс перестает давить сильно. Но чаще всего вы будете делать это спереди. Тем самым вы улучшаете кровоснабжение, отток и вероятность возникновения или хронификации компартмент-синдрома снижается в разы. Очень важно обратиться к травматологу оперирующему. Теперь непосредственно к упражнениям. Произошла травма на примере голеностопа. Неважно, это разрыв или перелом, первые 72 часа нам очень важна борьба с отеком. Для этого нам необходимо что-то, на что мы можем положить ногу. От 3 до 5 раз в день по 20-30 минут ваша нога должна находиться на высоте для уменьшения отека. Вы можете использовать спинку дивана, можете использовать, как я, мяч, можете использовать стул. Рекомендовано держать ногу выше уровня корпуса, но если у вас есть проблемы с венами нижних конечностей, то вы можете держать ногу пониже или на уровне корпуса. Упражнение, которое нужно делать каждый час. Работа с пальчиками. Мы сжимаем, разжимаем, разводим пальчики. Главное, шевелим. Но это делаем каждый час, около минуты-двух. Упражнение, которое мы делаем каждые 3-4 часа, называется изометрические. То есть мы напрягаем мышцы, но у нас нет подвижности в конечности. Самым лучшим примером будет, я буду давить, как будто давлю ногой на педаль. При этом у меня движения нет, но мышцы икроножные напрягаются. То же самое я могу на себя тянуть. Ну, например, я здесь покажу вам сопротивление. То, что я хочу на себя, но рукой не даю. Тоже 10 секунд удерживаю, 10 секунд отдыхаю. Туда-сюда. 2-3 подхода. В чем смысл этого упражнения? У нас проблема с кровоснабжением и лимфодренажем, то есть оттоком. И основным нашим сильным насосом является икроножная мышца. Для этого, чтобы ее активизировать, не обязательно двигать. Мы можем просто статически напрягать мышцу. Вот, например, вы видите, я статически напряг ее и расслабил. 10 секунд удерживаю, расслабил. То же самое здесь у нас есть небольшая мышца, которая называется передняя большеберцовая. На себя надавил, держу, при этом движения нет, расслабил. Опять расслабил. Опосредованно мы можем влиять на заживление посредством на здоровые ткани, на здоровые суставы. Для нас очень большой крупным суставом, ближайший к голеностопу или голени, является
тазобедренный и коленный. Я делаю вращательные движения или подъем. Могу скомбинировать. Если мне тяжело и гипс тяжелый, я могу использовать мяч. Если травматолог вам разрешил наступать на гипс, то вы можете использовать резинку для имитации поверхности и чувства сопротивления. Что мы делаем? Мы устанавливаем резинку. Это может быть ремень, может быть резинка, неважно. Если это ремень, то вы будете работать руками с сопротивлением. Если это резинка, то вы можете согнуть локти, согнуть колено и, преодолевая это напряжение, сохраняя руки в этой позиции. Тем самым вы регулируете степень натяжения или давления или нагрузки, как вам удобнее. Делать в среднем можно это упражнение от 10 до 20 раз, 3 подхода, 3 раза в день. Очень частой проблемой является напряжение задней поверхности мышц. Это бицепс бедра. Для этого я могу использовать мяч, давить пяткой на мяч, тем самым создавая напряжение здесь. Удерживаю 10 секунд, расслабляю. 10 раз по 10 секунд, 5 секунд перерыва. Почему это важные упражнения? Во-первых, у нас уменьшается вероятность атрофии, мы сохраняем здоровую ткань подвижной, кровообращение улучшается, лимфодренаж здесь тоже улучшается, так как он находится на пути голеностопного сустава в данном случае, это будет улучшать и кровообращение там. Также наличие, активация и укрепление этих мышц укорачивает вашу реабилитацию в момент снятия гипса. Настоятельно рекомендую это делать. Из-за хромоты очень часто наши ягодичные мышцы перестают работать адекватно и начинают быстро атрофироваться. Для активизации ягодичных мышц я предлагаю простой ягодичный мостик. Раз, два, три. Если вы боитесь и у вас перелом в середине голени, то вы можете мячик придвинуть ближе к коленям. Чем меньше рычаг, тем более безопаснее нагрузка на место перелома. В данном случае я опираюсь коленями, но ягодицы напрягаю. 10 раз, 3 подхода. Многие думают, что если сустав в гипсе, его уже нельзя трогать. Но есть условия. В первые дни после иммобилизации вы будете приходить на перевязки. И пока ранка ваша открыта, за вашим конечностью будет ухаживать медицинский персонал. Но как только ранка закроется, будет чисто сухой, и вам уже скажут, что не надо приходить на перевязку, гигиену конечности в гипсе вы будете проводить самостоятельно. И для этого я вас прошу спросить у медицинского персонала, как делать это самостоятельно дома, что можно, что нельзя. Если вы это все сделаете правильно, то качество вашей жизни значительно улучшится. Все вышесказанное – это рекомендации для уменьшения последствий длительной иммобилизации сустава и скорейшего вашего восстановления. Ибо трофика, подвижность, контрактура – это все очень сильно связано со сроками. Чем длительно ваш сустав находится в неподвижности, тем длительнее срок восстановления реабилитации. Каждая последующая задержка недели – это 2 недели реабилитации. Слушайте рекомендации, разговаривайте с оперирующим врачом и находите грамотного специалиста по восстановлению. Все принципы ранней реабилитации конечности в гипсе применимы и для локтя, и для колена, и для тазобедренного сустава. Если это локоть, вы будете работать с кистью, с плечом. Если это плечо, то с локтем, кистью. Если это колено, вы будете с тазобедренным и с голеностопным суставом. Если это тазобедренный сустав, то вы будете с коленом и с голеностопным суставом работать.